Я бы не придал этому значению, если бы не один из моих постоянных зрителей, который обратил мое внимание на то, что это не для каждого простой вопрос. Или непростой вопрос для каждого. В этом видео я покажу, как можно разобрать стояк канализации и собрать его обратно. В том случае, если он жестко закреплен сверху и жестко закреплен снизу, то есть перекрытие сверху и снизу. Для того, чтобы разобрать и собрать стояк, мне понадобится компенсатор. Помимо этого, я покажу, что можно сделать с лежаком, если эта труба закопана в землю, например, или где-то лежит между двумя неподвижными опорами, тоже между стенами, допустим. И мне необходимо сюда врезать какой-то тройник. Но врезка тройника с помощью компенсатора невозможно, потому что для этого мне понадобится хотя бы один раструб. А на этот случай есть решение: муфта двухраструбная. Одна муфта без упора, вторая муфта с упором. И если я говорю о том, что у меня неподвижные опоры между трубами, то в моем случае пригодна только муфта без упора, которую можно сдвинуть вдоль по трубе, вставить тройник и соединить с ним. Например, где-то здесь у меня закопана труба канализации для кухонной мойки. Для начала ее, конечно же, надо откопать. Что это за нахер такое? Какая-то не та труба. Это, походу, 150, нам это не надо. Моя задача сюда врезать тройник и проложить до еще одной точки водосбора. О. Значит, для того, чтобы без проблем работать, можно использовать смазку. Более подробно об этом расскажу в курсе, как работать с трубами канализации. Есть ремонтная муфта. Вот они, ремонтные муфты. Видите, тоже раструб. Разница между двумя этими муфтами заключается в том, что в одной есть упор, в другой упора нет. Вот, видите, упор. В этой муфте упора нет. Если мы говорим о врезке тройника, либо нам нужно прочистить трубу, разрезав ее. Для чего-то нам понадобилось разрезать трубу, потом ее придется соединить обратно. Значит, в этом случае вам пригодится только муфта без упора. Вот такая вот. Значит, смотрите, моя задача врезать вот этот тройник сюда. Я беру муфту двухраструбную и примеряю. Смотрите, мне нужно вот так вот это сделать. Маркер не взял. Как же так, а? Вырезать мне нужно вот отсюда, вот, на раструб. И мне нужно отрезать вот здесь вот, чтобы влез тройничок. Вот так вот здесь это соединится. Отрезать можно сабельной пилой, ножовкой по металлу. Можно чем угодно, у кого что есть. Я отпилил трубу, снял фаску снаружи, снял внутри для того, чтобы там не собиралось всякое оно. Значит, я беру свой тройничок, смазываю эту резинку. Смотрите, вот смазка. Надеваю вот сюда вот. Для того, чтобы собрать такую конструкцию, придется немножко больше раскопать, чтобы трубы поднять. Потому что, вот видите, упирается она. Теперь я беру муфту. Для облегчения можно трубу саму смазать. Надел ее до упора. Теперь одеваю тройник. Вот такая вот простая конструкция. С помощью ремонтной муфты я сделал здесь соединение. Теперь это дело надо все закопать. Ну, естественно, трубу нужно укладывать с соблюдением уклона. Теперь все это дело уложено и можно добросовестно закапывать. Все, работа сделана, можно лить воду. Допустим, это вертикальный стояк, который жестко закреплен сверху и снизу. Мы имеем возможность разобрать трубу, снять трубу из одного из раструбов, например, из нижнего тройника. Но труба уже собрана застройщиком таким образом, что мы не можем ее разобрать, она собрана без компенсатора. Для того, чтобы разобрать трубу, придется ее просто отрезать. И далее для соединения можно применить компенсатор. Вот компенсатор. Разобрать вам стояк может понадобиться на случай, если вы захотите заменить крестовину. Одна плоскостную 110 на 110, на двухплоскостную 110 на 50. В этом случае без разбора стояка сделать это будет невозможно. А разобрать стояк практически невозможно без его разрезания, если у вас не установлен компенсатор. А компенсатор, как правило, застройщик не устанавливает.
Еще раз повторюсь, я имею возможность снять трубу где-то из раструба, например, вот здесь или внизу из тройника. Я ее буду поворачивать, потому что у меня это сделанный стенд. В реальных условиях повернуть трубу невозможно, поэтому лучшим образом для этого годится сабельная пила. Потому что, как правило, болгарка, даже большой болгаркой 110-ю трубу не разрезать. Из нижнего раструба я имею ее возможность достать. Смещаю в сторону и достаю. Этот огрызок я просто извлекаю. Теперь внутри я здесь должен просто зачистить, снаружи снять фаску под 45. Теперь я беру компенсатор, смазываю резинку в раструбе, вставляю его на трубу. Одел его до конца. Допустим, здесь у меня должен быть тройник. Чтобы вам сильно не гадать, на какую длину вам нужно отрезать трубу, все очень просто. Отрезайте трубу ровно на 2 раструба. То есть, если я беру муфту двухраструбную, вот она должна сюда помещаться. Смотрите на компенсатор. Вот он долезет до сюда, опустится он вот до сюда. Здесь он будет вот столько, и здесь он будет засажен. Не забываем смазывать. Я просто беру и одеваю сюда компенсатор. Вставляю трубу и опускаю вниз. Все. Конструкция собрана. Это абсолютно надежно, никакой сложности, ничего выдумывать не надо. То есть все очень просто. И последнее, что нужно знать. Вот эта труба должна быть жестко закреплена, для того, чтобы она не уехала сама в компенсатор. Для этого либо здесь установите хомутик, либо жестко хомутом к стене закрепите эту трубу, для того, чтобы она не ерзала вниз и не уехала в компенсатор. Как видите, нет никаких проблем разобрать и собрать трубу канализации обратно. Если у меня есть один раструб, например, в тройнике, я использую компенсатор. Если у меня раструба нет, я использую ремонтную муфту без упора. Надеюсь, это видео для вас оказалось полезным. На этом все. С вами был Артем. Пока.